Вы едите куриные яйца почти всю жизнь. Но что, если я скажу, что один из самых привычных продуктов на вашей кухне долгие годы несправедливо обвиняли, скрывая его настоящую ценность? Яйца называли вредными, пугали холестерином, советовали ограничивать и даже исключать. И при этом именно куриное яйцо содержит вещества, без которых мозг стареет быстрее, сосуды теряют эластичность, а организм лишается одного из самых совершенных источников питания, созданных природой. Куриное яйцо – это концентрат жизни. В нем есть все, что необходимо для развития, восстановления и защиты организма. Полноценный белок с идеальным аминокислотным составом усваивается почти полностью и поддерживает мышцы, иммунитет и гормональный баланс. Желток, который многие по привычке считают вредным, на самом деле является биологическим сокровищем. В нем содержатся витамины А, D, E и К, необходимые для зрения, костей, сосудов и иммунной системы, а также холин – ключевое вещество для мозга, памяти и концентрации внимания. Холин заслуживает особого внимания. Это один из самых недооцененных нутриентов современного питания. Он необходим для передачи нервных импульсов, формирования клеточных мембран и защиты мозга от возрастных изменений. Недостаток холина связывают с ухудшением памяти, снижением концентрации, повышенной утомляемостью и даже риском нейродегенеративных заболеваний. Куриные яйца – один из лучших и самых доступных источников холина в природе. Протеин в яйцах уникален еще и тем, что содержит все незаменимые аминокислоты в оптимальных пропорциях. Это делает яйца особенно ценными для детей, пожилых людей и тех, кто восстанавливается после болезни. Для организма яйцо – это не просто еда, а строительный материал, который используется максимально эффективно, без лишней нагрузки на пищеварение. Миф о холестерине стал одной из самых больших ошибок в истории питания. Современные исследования показывают, что пищевой холестерин из яиц практически не влияет на уровень плохого холестерина у большинства людей. Организм сам регулирует его баланс, снижая собственную выработку, когда холестерин поступает с пищей. Более того, яйца способствуют повышению уровня хорошего холестерина, который защищает сосуды и сердце. Интересно, что именно страх перед яйцами во многом отвел людей в сторону переработанных продуктов, богатых сахаром и трансжирами, которые действительно наносят вред сердцу и сосудам. Яйца же, наоборот, помогают стабилизировать липидный профиль крови и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы при умеренном употреблении. Яйца помогают контролировать аппетит, стабилизируют уровень сахара в крови и надолго дают чувство сытости. Это особенно важно в условиях современного образа жизни, когда перекусы и быстрые углеводы стали нормой. Завтрак с яйцами снижает резкие повышения глюкозы, уменьшает тягу к сладкому и помогает поддерживать стабильную энергию в течение дня. Не случайно яйца часто включают в рацион спортсменов, людей с активным образом жизни и тех, кто стремится сохранить мышечную массу с возрастом. Протеин в яйцах способствует восстановлению тканей и предотвращает возрастную потерю мышц, которая напрямую связана со снижением качества жизни. Антиоксиданты лютеин и зеаксантин, содержащиеся в яйцах, играют важную роль в защите зрения. Они накапливаются в сетчатке глаз, снижая риск возрастных изменений и защищая глаза от вредного воздействия света и окислительного стресса. Эти же вещества оказывают мягкий противовоспалительный эффект на весь организм. Наиболее полезными считаются вареные яйца и яйца всмятку. Они лучше усваиваются и сохраняют максимум полезных веществ. Сырые яйца не рекомендуются из-за риска бактерий и худшей усвояемости протеина, а жарка на высоких температурах разрушает часть витаминов и увеличивает нагрузку на пищеварение. Способ приготовления играет не меньшую роль, чем сам продукт. Качество яиц тоже имеет значение. Яйца от кур свободного выгула, как правило, содержат больше омега-3 жирных кислот и жирорастворимых витаминов. Однако даже обычные магазинные яйца при правильном хранении и приготовлении остаются ценным источником питания и не требуют исключения из рациона. Куриные яйца веками считались пищей силы. Их давали детям для роста, больным для восстановления и пожилым для поддержания жизненной энергии. Во многих культурах яйцо символизировало начало жизни, обновление и внутренний потенциал человека.
И сегодня наука лишь подтверждает то, что люди интуитивно знали всегда. В простоте часто скрыта настоящая сила. Куриное яйцо – это не модный продукт и не временный тренд. Это основа питания, проверенная временем и наукой. И если вы хотите лучше понимать, какие продукты действительно работают на здоровье, а какие мифы нужно оставить в прошлом, поддержите этот канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о растениях, продуктах и дарах природы, которые помогают жить в здоровье и радости. Нажмите «Подписаться», и пусть знание работает на вас каждый день.